По более устоявшейся версии, анатомически современные люди начали распространяться по всей Евразии из Африки и прилегающей Юго-Западной Азии около 50-55 тысяч лет назад. Но некоторые утверждают, что ископаемые останки людей, а также генетические и археологические данные указывают на более ранние даты расселения за пределы Африки. Возможно, уже около 120 тысяч лет назад. Не говоря уже об австралийских аборигенах, которые считают, что они там жили всегда. А вот в прошлом году было сообщение о новых датировках артефактов из северной части Австралии, Меджвед-Бебе, в 65 тысяч лет. В технической литературе этот континент, включающий Тасманию и остров Новая Гвинея, называют Сахулом. Если датировка в 65 тысяч лет верна, то это может быть самой сильной поддержкой теории более раннего расселения человека разумного за пределы Африки до 55 тысяч лет назад. В новом исследовании ученые рассматривают и оценивают достоверность доказательств прибытия анатомически современных людей на территорию нынешнего Южного Китая, в Юго-Восточную Азию и на островную дугу между Австралией и Евразией, Малайский архипелаг, включая участки в Австралии, в том числе и в Меджвед-Бебе, на территории современного национального парка Какаду. Ученые демонстрируют, что если данные о выходе людей из Африки ранее, чем 55 тысяч лет назад, достаточно убедительны, то прибытие их в Австралию ранее этой даты вызывает сомнения. Ископаемые останки свидетельствуют о появлении человека разумного в Африке более 300 тысяч лет назад. Но расселение его за пределы Африки и Юго-Западной Азии произошло значительно позже. А после 55 тысяч лет назад анатомически современные люди быстро распространились по всей Евразии, вытесняя и иногда скрещиваясь с неандертальцами и денисовцами, колонизируя большие территории, такие как Австралия с прилегающими районами, Сибирь и позднее Северную и Южную Америки, которые раньше не занимали гоминиды. Этот процесс иногда называют одноволновой моделью распространения анатомически современных людей за пределами Африки. За последние 10 с лишним лет некоторые аналитики предложили более сложную серию событий, начинающихся задолго до 50-55 тысяч лет назад. Их аргументы основаны на археологических данных из Южной Азии, ископаемых останках из Восточной и Юго-Восточной Азии и генетических данных из Южной Евразии и Австралии. Сторонники этих взглядов видят постепенное распространение человека разумного, по крайней мере в два этапа. Первый на юг Евразии, а второй в более северные широты, включая Европу. Ранний возраст в 65 тысяч лет, предложенный для участка Меджвед-Бебе, был быстро принят в определенных научных и околонаучных кругах, но оспаривался другими учеными. В этой работе ученые рассматривают данные из Юго-Восточной Азии и соседних районов на юге и востоке, где в последнее десятилетие появились спорные ископаемые останки, археологические и генетические данные, в том числе и Меджвед-Бебе. В пределах рассматриваемого участка Юго-Восточная Азия, Малайский архипелаг и Австралия, Новая Гвинея отмечена сложная экологическая история за последние сотни тысяч и миллионы лет, включающая изменение уровня моря. В течение последних межледников 115-130 тысяч лет назад уровень моря был на 6-10 метров выше, чем в настоящее время, но конфигурации форм поверхности Земли были в целом похожи на сегодняшние. Падение уровня моря от 40 до 120 метров приводило к увеличению территорий Юго-Восточной и Восточной Азии, соединяя Суматру, Калимантан и Яву в один продолговатый полуостров до линии Уоллеса, а с другой стороны этой линии соединяя Австралию, Новую Гвинею и Тасманию в доисторический материк Сахул. Через барьер в виде глубоководного раздела, линию Уоллеса, не смогло успешно в демографическом плане пройти никакое крупномасштабное наземное млекопитающее до прибытия анатомически современных людей, за исключением острова Флорис. Ископаемые доказательства наличия анатомически современных людей. В рассматриваемом регионе определены 4 вида Homo по строению черепа и скелета. Homo erectus присутствовал на Яве от 1,7–1,5 миллионов лет назад и проживал там и в Юго-Восточной Азии до позднего плейстоцена, вплоть до прихода анатомически современных людей. К 1 миллиону лет назад Homo erectus добрался до острова Флорис,
где он, вероятно, породил островной карликовый вид флоресского человека. Проход по кратчайшему маршруту через Зонский пролив между Явой и Суматрой до Флорес требовал двух открытых океанских переходов, более 20 километров, осложненных сильным течением. Альтернативная модель предлагает путешествие через Филиппины и Сулавеси, но этот маршрут требует несколько переходов, один более 80 километров. Но этому, возможно, способствовало то же самое течение с севера на юг. Независимо от маршрута, считается, что это путешествие было случайным. Архаичные виды людей, отличающиеся размерами мозга в современном человеческом диапазоне, но в остальном схожи с поздними ректусами, присутствовали в Южном Китае и Юго-Восточной Азии от 100 до 400 тысяч лет назад или позже, и, возможно, включали представителей линии, определенной на геномном уровне, как денисовский человек. Гены денисовцев были обнаружены в незначительной степени в живущих популяциях Южной Азии и Тихоокеанского региона и на большем уровне в австрало-меланезийцах. 17 объектов в этом районе представлены человеческими останками, классифицированными, по крайней мере, некоторыми аналитиками, как анатомически современные. 9 из этих объектов находятся на юге Китая, 8 далее на юг и восток. 9 из 17 участков представлены только зубами, а 7 из этих участков только одним или двумя зубами. На 5 из этих участков были обнаружены отдельные части черепа, нижние челюсти или их фрагменты. 2 участка были представлены единичными элементами скелета, и только 1 участок представлен полным скелетом. Ориентировочный возраст находок составил от 36 до 220 тысяч лет, большинство из которых попали в интервал от 120 до 40 тысяч лет. Большая часть оценок по возрастным группам основаны на анализе последовательностей, полученных методом урановых рядов и уранториевым методом. Некоторые из них были сделаны на базе анализа самих останков. Другие используемые методы включали радиоуглеродный анализ, электронный парамагнитный резонанс, оптическое датирование и фаунистическую корреляцию. Эти данные, представленные в первоначальных отчетах, свидетельствуют о наличии анатомически современных людей в Южном Китае и южнее уже 120 тысяч лет назад, в районе линии Уоллеса 50-70 тысяч лет назад, а в Австралии 40 тысяч лет назад. Однако более критический взгляд, основанный на комментариях некоторых специалистов, позволяет исключить образцы 6 участков из пещеры Кальяо на острове Лусон, из Лунтаньшаня в Китае, провинция Юннань, лунной пещеры Гуанси-Джуанский автономный район Китая, Намлота в Лаосе, Пунун в Восточной Яве, из пещеры Жижен в Южном Китае, из-за неопределенности в их идентификации как анатомически современных людей, а также исключить находки из 4 других участков – пещеры Фуянь, археологических объектов Хуанлун, Лайбинь и Люцзянь в Китае на основе сомнительных взаимосвязей между ископаемыми и датировкой отложений. И еще можно отсеять 2 участка из Китая – Биэлиан и Ганьцзянь из-за ограниченной информации о таксономии останков, датировках и осадочном контексте. Так что китаецентризм или система мировоззрения о том, что Китай является началом всего, пока не выдерживает критики. 2 зуба из пещеры Лида-Аджер, расположенной на западе Суматры, косвенно датированной в 21 веке в 63-73 тысячи лет, представляют собой наиболее подходящий вариант для присутствия анатомически современного человека разумного более 50 тысяч лет назад в рассматриваемом регионе. Однако зубы были обнаружены еще в 1880-х годах первооткрывателем пятикантропа Эженом Дюбуа, но не были отнесены к человеку разумному до 1940-х годов. Их первоначальное стратиграфическое положение было установлено по вековым полевым заметкам Дюбуа, что вызвало скептицизм в отношении их предполагаемого возраста. Только повторные находки могут решить проблему. Единственными хорошо датированными находками ученые в данной работе считают останки из пещеры Ния на острове Калимантан, он же Борнео, и из Уландры в Австралии, датированные примерно в 40 тысяч лет. Поэтому на данный момент надежные датировки присутствия анатомически современных людей составляют от 40 до 50 тысяч лет. А вот ископаемые доказательства более раннего присутствия довольно сомнительные. Археологические данные.
В пределах рассматриваемого участка Юго-Восточная Азия, Малайский архипелаг и Австралия, Новая Гвинея следы присутствия гоминидов начинаются с конца раннего плейстоцена. Участки с относительно хорошо зарекомендовавшими себя каменными инструментами включают Нгебунг, остров Ява, около 800 тысяч лет, Матаменге, остров Флорис, 880 тысяч лет, и Волу-Сеге, также на острове Флорис, возрастом 1 миллион лет. А в Талепу, на острове Сулавеси, каменные инструменты датированы около 200 тысяч лет. Менее точно датированы инструменты из Кабенге на Сулавеси и долины Кагаян на Лусоне. Их оценочная датировка в диапазоне от 700 до 900 тысяч лет. Однако эти находки в сочетании с находками на острове Флорис указывают на довольно раннее присутствие гоминидов в большей степени западнее линии Уоллеса и немного восточнее от нее, что не исключает возможности раннего мореплавания. Но отсутствие признаков заселения более восточных участков предполагает случайный транзит через линию Уоллеса, характерный для других крупных млекопитающих за последние несколько миллионов лет. А вот после сотен и десятков тысяч лет стабильно небольшого количества следов присутствия древних людей, примерно с 50 тысяч лет назад, ситуация радикально меняется после прибытия в регион анатомически современных людей, чьи останки обнаружены по всей дуге Юго-Восточная Азия, Малайский архипелаг и Австралия с Новой Гвинеей, как, к примеру, в пещере Ниа, Калимантан, возрастом 48-50 тысяч лет, по всему австралийскому континенту с датировками 46-50 тысяч лет, включая и Восточный Тимор с датировками в 44 тысячи лет, а в пещере Буанг-Марабок в Новой Ирландии первые находки датированы 44 тысячами лет. Также новые данные из пещеры Лиангбуа на Флорисе указывают на замену человека флоресского человеком разумным 46 тысяч лет назад, но зубов недостаточно для окончательных выводов. Тем более, не сильно достоверными доказательствами о присутствии сапиенсов на Флорисе уже 41 тысячу лет назад можно считать признаки контролируемого использования огня. Но в целом, общая скорость и пространственная протяженность распространения людей указывает на преднамеренную миграцию, обусловленную навыками мореплавания. Хотя, даже при более низком уровне моря, линия Уоллеса все еще представляла собой серьезное препятствие для движения с запада на восток. Общее расстояние между открытыми шельфами Индокитая, Зонскими островами и Австралией составляло около 1000 километров, а с Новой Гвинеей 1500 километров. Через острова на любом из более прямых маршрутов требуется несколько переходов, в том числе один более 70 километров, с сильным океаническим течением, осложняющим путешествие. И к востоку от Австралии до Новой Ирландии потребовались бы дополнительные морские переходы, в том числе и более 50 километров. Путешествие за пределы архипелага Бисмарка, согласно данным, было отложено примерно на 15 тысяч лет, вероятно, из-за увеличения расстояний между архипелагом и Соломоновыми островами. Тем не менее, пересечение Северных Соломоновых островов на расстояние 170 километров от ближайшей точки отправления на архипелаге Бисмарка было выполнено 34 тысячи лет назад. Передвижение на такие расстояния по морю четко указывают на плавучие средства, парусные плоты или каноэ, способные плыть против течения, а также на сложное планирование и организационные навыки. Моделирующие исследования показали, что для плавсредств этого типа пересечение водных просторов тех мест на расстоянии от 50 до 100 километров могло занять до 4-7 дней. А вот данные о внутриконтинентальном заселении Австралии позволяют оценить темпы этого процесса. Во время колонизации площадь континента составляла более 11 миллионов квадратных километров. Его южные рубежи были на расстоянии 3,5-5 тысяч километров от точек высадки на северо-западном побережье, если учитывать движение вдоль побережья. Разнообразие мест обитания, заселенных людьми, поражает. Высотные тропические лесные луга, долина Ивани в Новой Гвинее, субтропическая саванна Наварла, Габарнманг, пещера Риви и залив Карпентария, полузасушливые леса и луга, пещера Буди, скальный навес Варатти и Менинги и умеренный лес, пещера Логово Дьявола. Тасмания же была заселена 40 тысяч лет назад, вскоре после установления сухопутной связи с ней на месте Бассового пролива.
За исключением тропического севера, земная флора в этом регионе была незнакома прибывающим мигрантам, а сумчатые вообще, вероятно, вызвали недоумение. Даже трудно представить, насколько было удивление древних людей. Скорее всего, им понадобились новые технологии добычи и приготовления пищи. К примеру, на островах Тимор и Новая Ирландия были найдены рыболовные снасти и остатки пелагических видов рыб, таких как тунец, возрастом 40-42 тысячи лет. Использование огня в управлении средой обитания и в обработке токсичных растительных продуктов известно по крайней мере из одного места, занимаемом анатомически современными людьми, примерно в это время, в районе линии Уоллеса. Вероятно, тоже практиковалось и в Австралии. Экологическое воздействие ранних колонистов, особенно их роль в вымирании плейстоценовой мегафауны, остается спорной. Кстати, очень забавно называть колонистами будущих австралийских аборигенов. В дополнение к вышесказанному, археологические данные свидетельствуют о символическом поведении, характерном для анатомически современных людей, но необычном и совсем отсутствующем среди ранних гоминидов. Наскальное искусство датируется 40 тысячами лет на Сулавеси. Украшения появляются в Тиморе 38-42 тысячи лет назад. Окрашенные красным цветом человеческие черепа на острове Калимантан, возможно, использовались в качестве сосудов для краски 41 тысячу лет назад, а погребальные обряды, включающие кремацию и помазание мертвых охрой, известны в Австралии 40-42 тысяч лет назад. В целом, это явные признаки поведения человека разумного. Однако нет никаких убедительных доказательств похожего поведения по всей дуге Юго-Восточная Азия, Малайский архипелаг и Австралия с Новой Гвинеей старше 50 тысяч лет. Генетика. Геномные данные живых и древних популяций дают более подробное представление о сроках выхода анатомически современных людей из Африки, их географическом распространении и приобретении генов от других видов при межвидовой гибридизации с архаичными людьми. Геномная оценка останков гоминид из позднего плейстоцена, которые были надежно датированы, создала хорошо ограниченную хронологию для генетической истории. Исследования молекулярных часов митохондриальной Y-хромосомы и геномных данных свидетельствуют о том, что предки анатомически современных людей вышли из Африки в Юго-Западную Азию около 50-60 тысяч лет назад. Откалиброванные древние геномы демонстрируют как временные рамки, так и скорости мутаций, которые не зависят от археологической хронологии. Но здесь важно отметить, что оценки молекулярных дат варьируются в зависимости от используемых калибровок, а доверительные интервалы могут быть большими. В калибровке помогли факты скрещивания людей с неандертальцами и денисовцами. Первый и наиболее значимый импульс приобретения генов от неандертальцев оставил генетический вклад, который в настоящее время составляет около 2-2,6% генома во всех неафриканских глобальных популяциях людей. Точное время первоначального события скрещивания, которое предположительно было в Юго-Западной Азии, можно рассчитать по последовательности генома устишимского человека. Длина белков с неандертальским сигналом в геноме указывает, что скрещивание происходило 232-430 поколений назад, а это вписывается в возраст 52-58 тысяч лет назад. Это самая ранняя дата анатомически современных людей за пределами Африки. Чуть более высокие доли неандертальской ДНК в современных восточноевразийских популяциях указывают на последующие скрещивания с участием близких неандертальских групп, когда люди перемещались по Азии и Европе. Аналогичным образом, множественные события скрещивания с денисовцами отмечаются, когда человек разумный путешествовал через Восточную Евразию около 50 тысяч лет назад, а последующая изоляция людей в Австралии и Новой Гвинее сохранила относительно высокий уровень генетического компонента денисовцев – 4-6%. Отмечается два этапа скрещивания с денисовцами. В первом случае это были популяции, не связанные с алтайскими денисовцами, а во втором это было скрещивание будущего предкового населения Восточной и Юго-Восточной Азии с денисовцами, близкими к алтайскому. Откалиброванная дата в 50-55 тысяч лет для скрещивания людей с неандертальцами предполагает, что популяции в Австралии скрещивались с денисовцами около 45-49 тысячами лет назад,
что соответствует оценкам молекулярных часов в геномных исследованиях. Эти данные не могут быть согласованы с датой в 65 тысяч лет для находок на участке Меджветбебе в Австралии, только если эта дата не представляет собой загадочные более ранние миграции людей, которые не оставили никакого следа в современных австраломеланезийцах, что может означать, что первые переселенцы не были предками современных австралийских аборигенов. Но это только в том случае, если обсуждаемая в статье датировка в 65 тысяч лет для заселения Австралии верна. Но в общем, из исследований известно, что среди основателей популяции австралийских аборигенов присутствовали предки по крайней мере 9-10 отдельных линий. Если каждая линия была представлена 4 или 5 женщинами-основателями, то есть семейной группой матери, сестры, дочери, то эта группа будет включать 36-50 женщин. 10-12 женщин на митохондриальную линию в колонизирующих популяциях указывало бы на 90-200 женщин. При равном соотношении между мужчинами и женщинами предполагаемое количество первых поселенцев составило бы минимум от 72 до 400 человек, а это подтверждает идею об использовании плавательных средств с веслами или парусами, довольно вместительных для перевозки пассажиров и провианта для рейса продолжительностью в несколько дней. Участок Меджветбебе. На обсуждаемом участке в Австралии было найдено около 10 тысяч артефактов на 20 квадратных метрах, где раскопки достигли глубины 3,4 метра. Методом оптически стимулируемого люминесцентного датирования был определен возраст вмещающих артефакты пород в диапазоне от 65,4 до 87,4 тысяч лет, что послужило поводом для сообщений в прессе о заселении Австралии 80 тысяч лет назад. Сами же авторы раскопок предпочли меньшую дату и уверенно ее защищают. Однако, как указывают другие исследователи, участок расположен в обширном слое песка. Субстраты такого типа в тропических средах с влажными и сухими сезонами подвержены разнообразным постдепозиционным нарушениям, в том числе капельно-дождевой эрозии, размытию поверхностного слоя, ползучести и нарушению слоя термитами. Эти процессы можно наблюдать и сегодня в районе Меджветбебе. Авторы раскопок считают эти процессы незначительными, но дилемма заключается в том, что многие из этих процессов почти не оставляют следов в песчаных отложениях плейстоцена. Если авторы данного обширного анализа правы, Меджветбебе нельзя учитывать в качестве доказательства присутствия анатомически современных людей в Юго-Восточной Азии и Австралии ранее, чем 50 тысяч лет назад. На данный момент это единственный участок с более старшими датировками. Однако раскопки в других местах Австралии, желательно расположенных в более безопасной геоморфологической обстановке, могут расставить все точки над «и». В этой работе исследователи учитывали большинство последних данных о находках, указывающих на более ранний выход человека разумного из Африки, включая и фалангу пальца из пустыни Большой Нефут на севере Аравийского полуострова, датированную от 86 до 95 тысяч лет. Однако исследователи критически относятся к последующим выводам о дальнейшем движении на восток, основанных только на каменных инструментах, которые, как показывает практика, могли изготавливать разные виды гоминидов. Также исследователи подчеркивают, что доказательства присутствия людей современного типа в диапазоне 50-120 тысяч лет по всей дуге Юго-Восточная Азия, Малайский архипелаг и Австралия с Новой Гвинеей вызывают массу вопросов. Хотя сторонники более раннего заселения этой территории указывают на возможные ошибки в датировке человеческих останков, указывая на то, что они могут быть старше. А в целом обзор получился довольно обширный. Он позволил более глобально взглянуть на довольно интересный регион планеты и расширить свои знания о находках и географии заселения планеты человеком разумным. Исследователи также указывают на значительные изменения в морфологии человека, генетическом составе и поведении около 55 тысяч лет назад, что позволило более успешно покорять новые среды обитания. И задаются вопросом, что послужило толчком для более быстрого развития. А параллели с развитием людей в Европе вызывают массу других вопросов. В плане, как разные модели поведения повлияли на развитие людей в разных частях света, что впоследствии позволило одним колонизировать других, когда уровни развития популяций уже значительно отличались.
Надеюсь, в будущем будет еще много интересной информации, поэтому не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал. А ссылки на англоязычный оригинал исследований и вспомогательные материалы можно найти в описании к видео.